Вы только послушайте этот звук. Деревенский хлеб с супер хрустящей корочкой и мягким мякишем. И самое интересное, вам не нужно замешивать тесто и совершенно не нужен миксер. Я, конечно же, не дождалась, пока хлеб полностью остынет. Потому что это просто нереально. Итак, что же нам понадобится? А нам понадобится 500 грамм обычной белой муки. У меня было только 400, и поэтому я добавила 100 грамм полбы. Столовая ложка сухих дрожжей и чайная ложка соли. У меня соль розовая, потому что она гималайская. Перемешиваем все сухие ингредиенты и наливаем 350 мл горячей воды. Вода должна быть 50 градусов. Так как у меня нету градусника, я смешиваю кипяток с обычной холодной водой. Температура кипения 100 градусов, и таким образом получается нужная нам температура. 170 горячий и 180 холодный. Все, теперь просто перемешиваем все ложкой. Если остаются сухие комочки, просто соединяем все руками. Не месим, просто размешиваем, чтобы не было сухой муки. Накрываем и даем постоять минут 40-час. Тем временем берем кастрюлю с крышкой, которую не жалко и можно поставить в духовку. И ставим ее нагреваться в духовку при 240 градусов. Прошло 40 минут, наше тесто поднялось. Припыляем рабочую поверхность мукой и вытаскиваем тесто. Это тесто липкое, так и должно быть. Аккуратно просто вываливаем тесто из миски. Сверху тоже присыпаем мукой и немножечко растягиваем тесто. Теперь наша цель сложить тесто 6 раз. Присыпаем каждый раз мукой, пока тесто не перестает прилипать к рукам. Это очень просто берем и складываем до половины. Приминаем. И точно так же складываем вторую часть. И приминаем. Если липко, немного присыпаем мукой. И просто вот так вот разравниваем. И опять складываем. Тянем и складываем. При этом немного приминаем, чтобы не было лишнего воздуха. Просто вот так складываем. Ничего сложного. Это как раз для тех, кто говорит: я не умею возиться с тестом. Это просто самый простой хлеб, который может быть. Тут просто нечего делать. Складываем и разминаем. Все. Так, третий раз тянем, складываем до половины и разминаем. Где липко, присыпаем мукой. Складываем, присыпаем и разминаем. Не знаю, как правильно назвать по-русски это движение. Так, это было у нас 3 раза. Можно перевернуть тесто, еще немного присыпать мукой. И стараемся сделать относительно плоский блин. С каждым разом это становится сложнее. Тесто вырабатывает глютен, клейковину. Размяли и складываем. Это уже 4-й раз. И тесто уже не липнет. Все хорошо разминаем. Тесто очень приятное. Еще разочек. Это видео получилось очень длинное, но мне было важно показать вам полностью весь процесс, чтобы вы понимали, как именно нужно делать, как ведет себя тесто и как оно должно выглядеть. Еще разок я сложу и начнем формировать хлебушек.
5 или 6 раз я уже сбилась со счету, и это совершенно не принципиально. Я смотрю, если тесто позволяет. Если позволяет, сложите еще раз. Ну, можно уже формировать. Делаем из него колобок и вот такими движениями катаем шарик. Я его чуть-чуть натягиваю, чтобы был красивый круглый хлеб. А теперь очень-очень аккуратно достаем нашу раскаленную кастрюлю. Она очень-очень горячая. И аккуратно берем и кидаем наш хлеб. Вот как упал, так упал. Мы его не двигаем, не поправляем. Берем лезвие или острый ножик и делаем крестообразный надрез. Это позволяет хлебу лучше дышать, подняться. Но тут самое главное не обжечься. Первые полчаса хлеб запекается под крышкой при 240 градусов. Через полчаса снимаем крышку, понижаем температуру до 200 градусов и запекаем еще 15 минут. А вот теперь самое сложное. Нужно дать хлебу полностью остыть. Лучше всего это делать на решетке. Хлебушек наш остыл. Вот такой он красивый. Хорошо видно? Угу. Слушайте. Я не хочу его сломать. Давайте мы его отрежем и будем портить маленькие кусочки. Вау. Блин, я балдею. Я балдею. Лучше всего это делать на решетке, чтобы хлеб не начал потеть. Мне это дается с трудом, потому что запах стоит просто невероятный. Хочется его уже отрезать и посмотреть, что там внутри. Но говорят, что горячий хлеб есть не полезно, и нужно дать ему выпустить все газы. Обязательно попробуйте этот хлеб. Напишите в комментариях ваше мнение. Все, пока-пока. Увидимся в следующем видео.